Приветствую всех на моем канале. Подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе очередного видео. Сегодня хочу рассказать вам про такое средство для орхидеи, как перекись водорода. Это очень доступное средство, которое есть в любой аптеке, и его используют в том числе для орхидей. В первую очередь перекись водорода – это дезинфицирующее средство. Им обрабатывают поверхность растения, таким образом его дезинфицируя. Прямой пользы от этой процедуры для самого растения нет. В принципе, как и не приносит ему никакого вреда. Это вещество не обладает токсичными свойствами и быстро распадается в рамках водного раствора. Косвенная же польза заключается в том, что перекись оказывает антисептический эффект и хорошо очищает поверхность растений от микробов, вредных насекомых и других вредных микроорганизмов. И таким образом получается, что средство помогает в борьбе с вредными микроорганизмами, а орхидея может направить все свои силы на рост листвы, корней и цветоносов. То есть получается, что это средство снимает нагрузку с иммунитета орхидей и позволяет направить все силы на рост и развитие. То есть польза от этого средства, скажем так, косвенная для орхидейки есть. Однако надо помнить, что при частом применении перекиси водорода для орхидеи есть риск, то, что вы очень продезинфицируете орхидею, и орхидея перестанет сама бороться с вредными микроорганизмами, и таким образом иммунитет у орхидейки намного ослабнет. Поэтому применять перекись водорода без надобности часто не надо. Но я думаю, один раз в месяц, в два ничего страшного не будет. Но применять каждую неделю, конечно же, злоупотреблять не стоит. Перекись водорода для орхидей используется, когда вот мы обрезаем корешки до хорошей зеленой части. Вот если видели прошлое видео, я обрабатывала корни перекисью водорода. После среза буквально чуть-чуть на сам корешок, не разбавляя перекись, вот прям с этой баночки я наношу и обрабатываю. Мне больше всего места среза нравится обрабатывать перекисью. Кроме того, готовят раствор на основе воды и перекиси водорода, и этим раствором орхидейку проливают для того, чтобы обеззаразить грунт, убить вредные микроорганизмы. Также этим раствором можно опрыскивать вот эту листву орхидеи, либо протирать листочки орхидеи. Сейчас покажу, каким образом приготовить такой раствор. Раствор готовится следующим образом. На 1 литр воды берется 1 столовая ложка перекиси водорода 3%. У меня в этой емкости 250 мл воды, поэтому я возьму 1/4 часть, то есть половину чайной ложки. Столько, я думаю, будет достаточно. Наливаем, закрываем и перемешиваем наш раствор. Этот раствор надо использовать сразу, потому что буквально через 15, максимум 30 минут это будет простая вода. Перекись водорода, как известно, она распадается на кислород и воду, поэтому используем сразу. Как я говорила, можно пролить грунт, если есть проблемы какие-то в грунте, и вы знаете, что там живут вредные микроорганизмы, либо есть насекомые. Хорошо, у меня на данный момент таких проблем нет, поэтому проливать грунт у меня смысла нет. Это используется очень редко, в основном, например, вы купили орхидейку, и там плохой грунт, пересадить в данный момент возможности нет, тогда такой грунт проливайте вместе с перекисью водорода. Или, конечно же, лучше пересадить, просто если нет возможности пересадить, тогда его проливают. Также можно протереть, можно опрыскивать. Сейчас буду я опрыскивать. Все манипуляции по опрыскиванию, протиранию орхидей, горячему душеванию я провожу в ванной. Это не обязательно к применению, я просто так делаю, потому что мне удобнее, чтобы нигде вот этих потом капелек не было ни на полках, ни на окне, ни на мебели, поэтому мне легче всего это сделать в ванной.
И здесь же оставить орхидею, так как ванна, комната очень теплая. Орхидейку мы сейчас, скажем так, намачиваем, правильно? И чтобы она не попала нигде, ни на сквозняк, никакого ветерка не было. Не принести в комнату, где отличается температура, точнее она является холодной. Вот так я их сейчас оставляю. Поэтому я все процедуры, вот эти манипуляции провожу в теплой ванной. Сейчас. Листья опрыскиваем, как всегда, с двух сторон. И вот таким образом я буду сейчас обрабатывать все орхидейки, которые у меня здесь стоят. Далее точки роста я обработаю салфетками бумажными. Также пазухи листьев обработаю бумажными салфетками, чтобы там не осталось влаги. И оставлю в ванной до полного просыхания. Хорошо делать такую процедуру вечером, когда есть возможность, например, оставить их в ванной до утра, чтобы они на самом деле очень хорошо просохли. И после этого возвращать их уже на постоянное место, где они у вас стоят, на полке, на подоконнике. Потому что все-таки давайте учитывать, что сейчас зима, холодно, морозно. И может где-то сквозануть орхидейку, может где-то тянуть с окна. А в таких случаях, знаете, лучше уже не опрыскивать вообще в данном случае, в данный момент, нежели просквозить свои орхидеи. И вот эту я тоже опрыскиваю. Все опрыскивания делать буду с двух сторон, как я вам говорила. Вот таким образом. То, как я протираю точку роста, пазухи листьев, я показывать отдельно не буду, потому что в каждом своем видео, где я показываю обработку листвы, опрыскивание, протирание, я всегда это показываю и акцентирую свое внимание о том, что надо просушить точку роста обязательно и пазухи листьев. Ну вот, пускай стоят теперь, они обсыхают. Я думаю, что я их даже оставлю так до утра. А утром, когда они уже очень хорошо, надежно просохнут, я их верну в комнату на постоянное их местонахождение. Ну и, конечно же, самый главный вопрос. Является перекись водорода подкормкой или нет? Никаких полезных веществ, микро-макроэлементов перекись водорода не содержит. По сути, вода и кислород, как я сказала, она очень быстро, этот раствор, буквально 10-15, 30 минут распадается на кислород плюс воду. И пользы после этого в этом растворе нет. Ну и питательных элементов, витаминов для орхидеи этот раствор не содержит. Я могу пролить грунт с перекисью, как я вам говорила, только с целью дезинфекции. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!